Всем привет, меня зовут Андрей Панюшкин, вы на моем канале Журналист в Испании. Я был журналистом и до того, как появился в Испании, достаточно неожиданным для меня способом. В силу череды трагических событий для моей семьи, о том, что со мной произошло, вы можете почитать на моем персональном сайте panyushkin.com. Можете просто в поиске найти все публикации обо мне. Я живу 2,5 года уже в Испании, веду несколько YouTube каналов, пишу статьи, занимаюсь журналистскими расследованиями. Подпишитесь на мой канал, подпишитесь на меня в Инстаграме, станьте моим патроном на Патреоне, на Бусти, отправьте мне донат, пожертвования на сайте Buy Me a Coffee. Поддержите меня любым способом, потому что даже находясь в Испании, я уже наработанными методами добиваюсь улучшения жизни в России для обычных рядовых граждан. Я был в горячем ключе представителем экологической вахты по Северному Кавказу, руководил корреспондентским пунктом газету ТОПС-Инфо в горячем ключе, писал статьи на экологическую и правозащитную тематику. И в 22 году, коротко для тех, кто за мной не следил, в 22 году я обнаружил первый раз в январе 22 года, потом в 1 марта, я обнаружил, что на одном из земельных участков течет фекалии из колодца, вытекают на поле, дальше растекаются на очень большой площади, сотни тысяч квадратных метров, сотни тысяч, то есть это километры затопленных земель фекалиями. И вот эта фекальная река течет по старому руслу реки Псикупс вдоль улицы Ярославской и потом около улицы Кирпичной впадает в реку, в текущее русло реки Псикупс. Река Псикупс, кто не знает, это приток реки Кубани. То есть Псикупс протекает по Горячеключевскому району Краснодарского края. Ниже по течению говноречки, которую я обнаружил, находится станица Саратовская с численностью населения порядка 10 тысяч человек. И дети летом купаются в этой реке. Дальше река Псикупс течет через Адыгею. И по густонаселенным районам Адыгеи, например, около города Адыгейск она протекает. И потом эта речка впадает в Краснодарское водохранилище, которое находится выше города Краснодара, и из которого питается река Кубань. То есть, по сути, фекалии, неочищенные сточные воды горячего ключа попадают в большое водохранилище и потом стекают вниз по Кубани, к Краснодару, к Славянску на Кубани, к Темрюку, куча населенных пунктов. Так вот, только навскидку я вспомню, когда я в 22 году обнаруживал, что почти все фекальные воды горячего ключа текут в реку Псикупс неочищенные. Это январь 22 года, март 22 года, 1 марта. Потом 11 марта я вместе с комиссией и с лабораторией ходил, смотрел, что фекалии текут. 11 марта 22 года. Потом я приезжал туда в мае, в июне. У меня есть видеозаписи, что в июне я снимал текущие фекалии. На канале на этом посмотрите, вы можете в этом убедиться. Июнь 22 года. В июле 22 года я наблюдал за тем, как были большие площади полей затоплены фекалиями. Летний период меньше фекалий попадает в реку Псикупс, потому что в летний период те фекалии, которые попадают на поля, они успевают частично испариться. И плюс в летний период меньшее количество осадков, меньше дождей, соответственно, меньше сточных вод. Потому что в горячем ключе, к сожалению, ливневые воды зачастую попадают в канализацию и, соответственно, создают дополнительную нагрузку.
Значит, в июле 22 года поля никто не чистил. Они были затоплены канализационным илом. И, насколько я знаю, и после того, как я оказался в Испании, ситуация с разливом продолжалась, что очень важно. В декабре 24 года, то есть вот 4 месяца назад, жители Горячего Ключа еще раз направили мне видео о том, что из того же колодца, рядом с насосной станцией на Ярославского 139Б в Горячем Ключе опять разливаются бурной речкой фекалии по близлежащим полям, попадают по уже промытому руслу в реку Псикупс. Это было декабрь 24 года. Потом житель Горячего Ключа проверил еще одно место. Это Пономаренко 5, перед насосной станцией другой водоканала. И там тоже поля, затопленные сточными водами. Что же на это все отвечает водоканал? Водоканал Горячего, вернее, администрация Горячего Ключа, которая принадлежит водоканал, отвечает, что все это аварийные выбросы. У меня уже по 24-25 году скопилось несколько десятков отписок. Не о всех я вам рассказываю. Да, кстати, прошу вас еще раз, подпишитесь, напишите комментарий мне, что вы думаете, к чему приведет моя борьба. Вот. Но я продолжаю бороться. Водоканал и администрация мне пишут, и не только мне, что это аварийный выброс. Представляете, аварийный выброс, который длится несколько месяцев. Мне кажется, это система, а не аварийный выброс. И, наконец-таки, 4 марта 2025 года я получил ответ за подписью прокурора Горячего Ключа Заура Махмудовича Сизо, в котором он мне пишет: первое. Установлен виновник, наконец-таки, это водоканал, МУП Водоканал. Соответственно, должностные лица, не просто физлица, а должностные лица водоканала должны нести ответственность за то, что происходило в 2022 году, то, что они называют аварийным выбросом, и то, что происходит в 2024-2025 году. Должностные лица должны нести ответственность, это другие штрафы. Водоканал как юрлицо должно нести ответственность, это тоже другие штрафы. Я борюсь за то, чтобы, во-первых, такая вот выбросы, такая система прекратилась. Я понимаю, почему это происходит. Потому что водоканал экономит деньги на установке мощных насосов. Водоканал ставит туда абы какие насосы подешевле. И специально создает условия, чтобы вот эти вот колодцы около Пономаренко 5, около Ярославского 39Б, чтобы эти колодцы работали как, по сути, горловина перелива в раковине. То есть, когда слишком много, по мнению водоканала, сточных вод попадает в канализацию, лишнее вытекает на поля. А что может насос дешевый какой-нибудь там за полцены переработать, попадает на очистные сооружения. Но льется там, ребята, вот чтобы вы пойдите посмотрите на видео, там льется, там река льется из фекалий. Весь город сливается. Это Ярославская 139Б, главная насосная станция, прямо перед очистным сооружением. То есть все, что с города собирается, попадает на эту насосную станцию. И поэтому там вот этот перелив и работает. Так вот, прокурор СИЗО первое пишет, что они установили загрязнение некоторых земельных участков. 3642 кадастровый номер окончания, это как раз там, где находится этот колодец. Участок 2182 тоже загрязнен. Участок дальше 3829 загрязнен, оказывается, марганцем. Это земли лесного фонда либо сельхозназначения.
Напомню, что владелец или арендатор участка обязан привести участок в состояние, которое допускает его использование по его назначению, то есть как сельхозземлю или как лесного фонда. Вот. Ну и дальше я выложу здесь скриншоты. Пишет прокурор о том, что Следственное управление Следственного комитета не хочет возбуждать уголовное дело. Не хочет, понимаете, в 22 году текло, в 24-м, 25-м. Уголовное дело не хотят возбуждать. И дальше можете почитать, как прокуратура добивается, чтобы что-то было сделано против виновников. В общем, нет смысла пересказывать. У меня есть еще ответ от Южного межрегионального управления Росприроднадзора. Там тоже по поводу загрязнений описано, где что. И, в общем, фактически, все, что я вам рассказываю в видео, все это подтверждается. Поэтому я могу отпраздновать маленькую промежуточную такую победу вместе с вами. Если прокуратура добьется того, чего она сейчас добивается, то есть возбуждения уголовного дела, есть надежда, что эта практика будет прекращена надолго, потому что все-таки уголовное дело сильно пугает. И почему я в каждом своем видео прав? Потому что я писал о том, что ООО «Айсберг» на Ярославского 139 пользуется скважиной без защитного сооружения вокруг скважины. И вокруг этой скважины должна быть охранная зона. И в этой охранной зоне хозяйственная деятельность должна вестись таким образом, чтобы не было риска попадания источных вод или каких-то загрязняющих материалов в скважину. Прокурор пишет мне, что действительно мои доводы подтвердились, этой охранной зоны нет. Вторая вещь, которая радостная должна для вас быть, ООО «Айсберг» занимается разливом вод минеральных и применяет лабораторные методы контроля качества воды на производстве. Вода чистая. То есть то, что я писал, что скважина «Айсберг» находится рядом с рекой источных вод, не подтвердилось. Я должен об этом официально сказать. Скважина «Айсберг» на самом деле, она находится непосредственно в близости от айсберга, но это скважина водоканала. И вот скважина водоканала должна быть определенным образом обустроена, огорожена, потому что у нее есть охранная зона. Что касается айсберга, тут все вопросы снимаются. Неоднократные проверки были айсберга, и он сам контролирует, то есть вода, минеральная вода айсберг, я верю тому, что мне написал прокурор горячего ключа, минеральная вода ООО «Айсберг» в горячем ключе безопасна для употребления. Об этом нужно сказать. Та скважина, которая находится рядом с фекальной речкой, это скважина водоканала. Это хорошая новость, тем, что вода минеральная, чистая. И с одной стороны плохая новость, потому что скважина водоканала по-прежнему находится рядом с фекальной речкой. Есть не нулевой риск тому, что фекалии проникнут в толщу породы, в грунт и где-то попадать будут в водозабор водоканала. Вот. Но тем не менее, ко всем вот этим вот ситуациям, по состоянию на начало марта месяца, я привлек значительное внимание прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов, Минсельхоза, ну, понятно, администрации, водоканал, это главные виновники. Я, кстати, написал отдельно от себя, написал жалобы в Следственный комитет, указывая на то, что допускаются многие годы нарушения кучи нормативных актов. И по поводу водоохранной зоны реки Псикупс, которая 200 метров, и по поводу водоохранной зоны скважины, которая должна быть в зависимости от глубины этой скважины, от
по-моему, там 60, 50 и 30 метров. Но я не знаю, на какую глубину скважина пробурена. Ну, не меньше 30 метров должна быть водоохранная зона вокруг скважины. По-моему, это если скважина очень глубокая. Если не глубокая, то 60 метров. Вот. Ну, будем посмотреть. Ждем. Пока ждем. Сейчас пройдет месяц, в апреле месяце напишу еще, к чему удалось, кого к чему удалось привлечь. Подпишитесь на мой канал, напишите в комментариях, что вы думаете, кого удастся ли привлечь к уголовной ответственности, а если к административной, то кого. Пока я знаю, что администрация горячего ключа отделывается всякими ай-яй-яй, но-но-но, то есть какими-то административными штрафами, но, к сожалению, по-прежнему земли остаются загрязненными, нету рекультивации, нету охранных зон и так далее, и так далее. И колодец, что на Ярославского 139Б, что на Пономаренко 5, по-прежнему разрушены. То есть должны быть колодцы таким образом построены, чтобы фекалии не попадали, даже при переполнении колодца, чтобы фекалии не попадали в реку Псикупс на окружающие поля. Ну, если вы из горячего ключа или из Краснодара, напишите мне, я вам подскажу конкретные координаты по навигатору, куда вы можете съездить и сами проконтролировать то, о чем я говорю. Все, всем пока.